Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами разберемся в одной из наиболее распространенных проблем с кожей головы – перхоти. Кроме того, мы рассмотрим не только традиционные методы лечения, но и народные рецепты, которые могут помочь в борьбе с этим неприятным явлением. Но прежде всего хочу напомнить, что в случае любой медицинской проблемы всегда рекомендуется обращаться к врачу. Начнем наше погружение в тему перхоти и ее лечения. Перхоть – это состояние, при котором на коже головы появляются белые или сероватые чешуйки, отслаивающиеся и осыпающиеся на волосы и одежду. Этот процесс может сопровождаться зудом кожи головы. Перхоть обычно является результатом ускоренного обновления кожи головы, когда клетки кожи отмирают и отслаиваются слишком быстро. Причины перхоти могут быть разнообразны. Сухость кожи головы – один из самых распространенных факторов. Недостаток увлажнения может привести к чрезмерному отшелушиванию кожи. Грибковые инфекции. Некоторые грибки, такие как малосезия, могут привести к раздражению кожи головы и образованию перхоти. Неправильное питание. Дефицит определенных витаминов и минералов, особенно витаминов группы В, железа и цинка, может усугублять состояние кожи головы. Стресс. Психологическое напряжение может оказывать негативное воздействие на состояние кожи. Использование агрессивных химических средств для ухода за волосами. Чрезмерное использование шампуней с агрессивными химическими компонентами или частое окрашивание волос также может вызвать перхоть. Гормональные изменения. Изменения уровня гормонов могут повлиять на состояние кожи головы. Лечение перхоти зависит от ее причины. Часто используются специальные шампуни от перхоти, содержащие активные ингредиенты, такие как перитион цинка, селеновый сульфид или кетоконазол. В случае грибковых инфекций может потребоваться применение антифунгальных препаратов. Если перхоть вызвана другими причинами, может потребоваться консультация врача для определения оптимального лечения. Избавление от перхоти с помощью народных методов может быть достаточно эффективным. Вот несколько таких методов. Масло чайного дерева. Масло чайного дерева обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, которые могут помочь бороться с перхотью. Добавьте несколько капель масла чайного дерева в носительное масло, например, оливковое или кокосовое, и массируйте в кожу головы. Оставьте на несколько часов или на ночь, а затем вымойте волосы шампунем. Освежающий уксус. Уксус может помочь балансировать уровень pH кожи головы и уменьшить раздражение, что может способствовать уменьшению перхоти. Разбавьте яблочный уксус с водой в соотношении 1:1 и используйте в качестве кондиционера после мытья головы. Оставьте на несколько минут, затем смойте. Алоэ вера. Гель из алоэ вера обладает успокаивающими свойствами и может помочь уменьшить воспаление на коже головы. Нанесите гель алоэ вера на кожу головы перед сном и оставьте на ночь, затем вымойте утром. Масло кокоса. Масло кокоса обладает увлажняющими свойствами и может помочь уменьшить сухость кожи головы, что способствует уменьшению перхоти. Массируйте масло кокоса в кожу головы и оставьте на несколько часов или на ночь, а затем вымойте шампунем. Ромашковый чай. Ромашковый чай обладает противовоспалительными свойствами и может помочь уменьшить раздражение кожи головы. Смочите ватный тампон в охлажденном ромашковом чае и нанесите на кожу головы. Повторяйте несколько раз в неделю. Помните, что результаты могут быть различны для каждого человека, поэтому важно экспериментировать и найти наиболее подходящие для вас методы лечения и предотвращения перхоти. Если проблема продолжает беспокоить вас, обратитесь к врачу или дерматологу для получения профессионального совета и лечения. Внимание! Избегайте самолечения. Перед тем, как приступить к лечению перхоти, важно убедиться, что это действительно перхоть, а не другое кожное заболевание. Некоторые кожные заболевания могут имитировать симптомы перхоти, и самолечение в таких случаях может быть недостаточно эффективным или даже усугубить проблему. Избегайте аллергических реакций. Некоторые народные средства могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Перед использованием любых новых продуктов или методов лечения рекомендуется провести тест на аллергию, нанеся небольшое количество продукта на кожу и дождавшись реакции.